Netflix — это самый крупный стриминговый сервис в мире. Я слышал цифру, 35% трафика они делают в Америке и 15% в мире. Это правда? Да, в пиковые периоды так и есть. Netflix два принципа: freedom and responsibility. Это свобода и ответственность. Я могу без проблем зайти, вот прямо сейчас, взять свой компьютер, там Mac, зайти в продакшн и завалить продакшн. Без проблем, просто выключить его. Когда человек работает просто хорошо, то он без проблем может отсюда быть уволен, но при этом ему Netflix выплатит 4 месячных зарплаты. И одна из задач менеджера — это постоянно отвечать на вопрос, сколько я готов потратить денег, чтобы этого человека оставить, если он захочет уйти. Меня зовут Руслан Гафаров, и на канале Malik Trip. Здесь мы говорим про то, как запускают стартапы, про venture инвестиции, про то, как работают лучшие в мире корпорации и о том, какие именно инструменты вы оттуда можете забрать в свои бизнесы в странах СНГ. Сегодня наш выпуск мы начинаем Netflix, и я вас знакомлю с моим другом Димой. Дим, представься немножко лучше, потому что если будешь это делать ты, чтобы ты правильно презентовал, потому что в Netflix здесь нету условно менеджерских позиций, инженерии, потому что структура полностью плоская. Как правильно называется твоя роль внутри? Ты уже за меня все рассказал. Зачем мне что-то рассказывать? Да. Меня зовут Дмитрий, я работаю в Netflix, я инженер в Netflix порядка 2 лет сейчас, нет, уже больше 2 лет. Да, Netflix — это самый крупный стриминговый сервис в мире. Человек платит конкретно за подписку в месячную и получает неограниченный доступ к фильмам, сериалам. Я инженер, работаю над проектами, которые позволяют, в частности, построить первый экран, когда человек открывает, он видит список рекомендованных фильмов, ему можно зайти еще дальше, посмотреть фильмы, разделенные по жанрам. В общем, я работаю над системами, которые связаны с этими вещами. Почему выбрал именно Netflix? Мне импонирует их подход к работе. Netflix два принципа: freedom and responsibility. Это свобода и ответственность. Человек здесь свободен выбирать, что ему делать и как делать, то есть принимать решения. Только если он готов взять на себя ответственность за эти решения. Немножко углубился и понял, что мне культура Netflix очень сильно нравится. Я сам решу, что делать, но вы потом с меня спросите, если что-то не так. То есть мне больше нравится выступать с точки зрения и с роли профессионала. У меня не было, к сожалению, никаких знакомых здесь или друзей, кого бы можно было попросить реферал сделать, чтобы твое резюме взяли и отдали рекрутерам здесь. Самый простой путь — это зайти на сайт любой компании, зайти в раздел «Работу» и там податься. Обычно это работает плохо. Я просто знаю, что некоторые вакансии здесь получают 1500-2000 откликов. То есть пробраться через такой вал резюме — это очень тяжело. Поэтому я решил писать рекрутерам. Я находил в LinkedIn рекрутеров с Netflix и писал им напрямую просто. Говорил: ребята, я ищу работу, мне очень интересно, давайте общаться. И рекрутеры, кстати, отвечают, потому что они видят, что человек заинтересован, и им проще делать свою работу, когда человек уже им сам написал, им нужно пытаться человека заинтересовать и рассказывать о компании. И потом я ходил на митапы, встречи, которые здесь у нас часто проводятся, когда Netflix презентует какую-то свою технологию, практически рекламирует технологию для того, чтобы люди начали ее использовать. Потому что, как я уже ранее говорил, мы очень много в open source контрибьютим. То есть много очень даем того, что мы используем внутри, другим людям, что они могут свободно этим пользоваться. Технологии, проекты, библиотеки и прочее, айтишное. И я ходил на эти митапы, я знакомился с людьми, с докладчиками. И просто докладчику подходил после встречи и говорил: у вас там люди, вы набираете людей? Если набираете, то давай я тебе резюме пришлю, может, я вам пригожусь. И в итоге я не знаю, какой путь сработал, серьезно не знаю, потому что я в одно время писал рекрутерам, я оплавился на сайте через работу, и я отсылал докладчикам резюме. То есть я знакомился с людьми и отсылал им свое резюме. И в конце концов мне просто рекрутер написал, сказал: вот у меня тут твое резюме, приходи на собеседование. Я пришел на собеседование, я до сих пор не знаю, как я попал. То есть я до сих пор не знаю, какой из этих каналов сработал. И мне немножко стыдно, если вдруг меня посоветовал какой-то из докладчиков, что я не знаю об этом, и я ему не сказал спасибо. Лучше всего, чтобы попасть в топ-компанию, лучше всего все пути использовать и просто ломиться во все двери, окна, потому что желающих попасть сюда, не только в Netflix, в Google, Facebook, Amazon и прочее, их очень много. К сожалению, в Netflix попасть из другой страны будет практически невозможно. Netflix спонсирует визы, но только для очень-очень-очень уникальных людей.
Я слышал цифру, 35% трафика они делают в Америке и 15% в мире. Это правда? Да, в пиковые периоды так и есть. Представляете себе, можете себе вообще представить, 35% в мире всего трафика, Не в который мире, а в генерится, США. а 35% в США всего трафика, который генерится, это как бы делает Netflix. И в мире есть такая статистика 15%. Представляете объем? Это как бы, ну, да, это как бы это сильно. Как вот вообще у тебя мысль такая пришла, вот Netflix работать, в Америку поехать? Столько людей работает где-то на аутсорсе, что-то пилит, но мне даже в голову не приходит попасть в место, где рождается все инновационное. А вот как ты вот вообще, ну, настолько был, не знаю, сумасшедший или наоборот? Ну, то есть, как ты так вот решил из Украины вот приехать сюда и вот устроиться здесь в компании? Расскажи про это. Ну, наверное, мне стало скучно. Я целенаправленно шел в IT, я знал, чем я хочу заниматься. Мне были интересны компьютеры еще, когда я в школе учился, мне было интересно, как все работает. Я поэтому целенаправленно готовился, чтобы поступать конкретно на конкретный факультет, на конкретную специальность. И, то есть это было мое осознанное решение. Поэтому, когда я поработал, понял, что потолок уровня проекта, в первую очередь, в Украине достаточно низок. Поэтому мне, наверное, стало скучно, и я задал себе вопрос, а где же лучшие проекты в мире? Ну, конечно же, в Кремниевой долине, если говорить об IT, потому что, ну, это Кремниевая долина, все знают об этом. Например, у нас была на прошлой неделе командировка в Лос-Анджелесе, это час лета на самолете, и каждый человек сам решал, как ему туда попасть, потому что у нас много людей отсюда ехало, и все люди просто выбирали, как им приехать, когда. Кто-то приехал за день, кто-то приехал за два, кто-то приехал в конкретный день. И Netflix готов тебе позволить это делать, все. Просто ты потом свои траты загружаешь в систему, и Netflix возвращает деньги, потому что ты взял на себя ответственность. Но если тебя спросят, а почему это ты поехал за 3 дня до этого и там платил за гостиницу, зачем тебе это нужно было? Если ты готов на этот вопрос ответить, его, скорее всего, никто не задаст. Но если ты сам себе можешь на него ответить, то Netflix окей. Бывает, команды сами решают, как им работать. Кто-то использует одни методологии, кто-то там может использовать Spring, кто-то может не использовать. Но команды сами решают, как это быть. Для тех, кто работает в IT-индустрии, для них будет интересно задать вопрос, например, какой у вас процесс по код-ревью? А у нас нет процесса по код-ревью. Команда сама решает. Какой у вас процесс апрува фичи и попадания ее в продакшн? У нас нет процесса. То есть каждая из команды сама может решить. Например, у меня в команде Ребят, вообще никакого процесса Я нет. вот вам сейчас скажу так, что благодаря Диме и компании Netflix я у себя очень тоже много чего отпустил и не парюсь. И понял, что действительно иногда мне проще что-то исправить, дав людям ответственность, да, чтобы они где-то, может быть, даже какую-то совершили ошибку. Вот, и потом, в случае, если она совершится, я ее исправлю. Но самое главное, люди получат опыт допущения этой ошибки, и в будущем они как бы будут брать на себя больше ответственности для того, чтобы таких штук больше не допускать. Это реально работает. И вот, ну, компания Netflix, которая сегодня работает 3000 человек, но 5000 человек примерно. 5000, да, примерно. Да, Но да. капитализация... 3000 инженеров. 3000 инженеров только, да, но капитализация сейчас больше 100 миллиардов. Больше да, 100 миллиардов. Больше 100 миллиардов. То есть 5000 человек всего лишь, да, там, и больше 100 тысяч, вернее, больше 100 миллиардов долларов сегодня капитализация этой компании, 35% трафика в Америке и 15% трафика в мире делает эта организация. Если говорить о капитализации, интересный есть термин FAANG. Это термин, который с Уолл-стрита пошел. Он значит Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google. Это было топ-5 компаний по росту, топ-5 любимчиков на Уолл-стрит по росту капитализации, и эти 5 компаний ставили в пример всем другим, что вот смотрите, у них рост сумасшедший. То есть, когда ты вкладывался в эти компании, как и сейчас в принципе, но сейчас эти все компании достигли такого размера, что такой скорости роста уже не получается. Но несколько лет назад, когда ты вкладывался в эти компании, ты практически с 100% вероятностью должен был заработать. Так и получилось. То есть этот термин на Уолл-стрит значил, что вот это топ-компании, топ по росту, топ по стабильности роста и все остальное. Смотрите, ребят, что важно понимать, я добавлю, что вот именно все эти компании, про которые сейчас только что Дима говорил, они тоже ставят ставку на культуру, они тоже очень много кричат о том, как именно они работают, они тоже очень много уделяют внимания взаимодействию людей внутри команд, помогают им найти, ну, там, свое предназначение каждому члену команды внутри организации, показывают то, куда они идут, в принципе,
принципе, как организация, какая у них миссия. У них у всех есть принципы. Это вот как раз вот, ну, если вы хотите сделать какую-то компанию, которая будет тоже торговаться на Уолл-стрит, которая будет любимчиком Уолл-стрит, которая будет голубой фишкой, да, то есть здесь сейчас нужно ставить значит, ставку не на какую-то бизнес-модель конкретную, не на какой-то там, не знаю, там ресурс административный, да, то есть, а конкретно на культуру. И культура сделает все остальное. Она сделает тех людей, которые смогут сделать тот продукт, который никто не сможет другой сделать. И вы будете просто вне конкуренции, как Netflix сейчас. Ты приехал сюда не один. Ты приехал с Астани. Расскажи, вот, ну, вы прям так друг друга дополняете. Мы с Алиной тоже вас вспоминаем, смеемся, что вы очень похожи друг на друга. И вот вы реально как, знаешь, два сапога пара, настоящая такая, да, Бонни и Клайд, знаешь, такие. Расскажи, вот, ну, как вы с Таней познакомились, как вот вообще роль вот Тани вот в твоем переезде сюда? Роль Тани — это главная роль, наверное, в плане выдерживания этого всего. Она как жена декабриста, потому что переезд на самом деле нам дался очень тяжело. Сейчас достаточно сложно получить рабочую визу, и наличие оффера тебе ничего не гарантирует. Количество рабочих виз в год ограничено, 65 тысяч для всего мира, и плюс еще 20 тысяч для тех, у кого есть американский диплом мастерс. То есть всего 85 тысяч, а заявок в те годы, когда я пытался это получить, приходило больше 200 тысяч. То есть происходила лотерея, и в течение 2 лет у меня было 7 офферов и 7 подач, соответственно, на рабочую визу. И я не выиграл. Когда ты студент, к примеру, тебе достаточно весело и интересно пожить в общежитии с какими-то незнакомыми людьми в одной комнате там, или в одном как бы, доме. А мы уже такие сложившиеся взрослые люди, привыкшие к комфорту. А здесь как бы, мы поставили себе цель, что мы бы хотели бы сюда перебраться. Здесь было бы очень интересно для Димы в первую очередь развиться профессионально, работать в топ-компаниях мира, потому что он квалифицированный, умный парень. Мы подумали и решили, что, наверное, надеяться дальше на рабочую визу — это слишком низкие шансы. Даже я могу и дальше штамповать эти офферы. Просто лотерея происходит раз в год. 2 года прошло, то есть ты в год прошел лотерею, не попал, ты ждешь следующий год. И опять ищешь новые компании, потому что компания обычно не готова целый год ждать тебя, чтобы подать второй раз. Ну зачем? Им нужно сейчас закрыть позицию, а не через 2 года. И поэтому это каждый год новый процесс, это достаточно тяжело. Я 2 раза это прошел в течение 2 лет. И мы решили, что, наверное, нужно другие пути искать. И в итоге я поступил здесь в университет. Университет в Сан-Хосе, который понимает, что к нему едут чаще всего люди, которые из-за рубежа, не местные, потому что он в Кремниевой долине находится, и здесь большинство студентов, у них это как раз люди из других стран. И поэтому они сделали расписание таким образом, чтобы было можно учиться у них и при этом найти работу с помощью интерншипа. Но интерншип — это получение практики. То есть приходит компания в университет и говорит: ребята, мы готовы взять ваших студентов к нам на работу на какие-то маленькие деньги, потому что студенты бесправные люди и чаще всего без опыта. И они заключают договор между собой, и университет сделал такое расписание, чтобы удобно было работать. То есть там у меня были занятия вечером по понедельникам с 6 вечера до 9 вечера и в субботу-воскресенье с 8 утра до 6 вечера каждый день. И 5 дней в неделю я ходил на работу, потому что я нашел себе интерншип. Вот многие сейчас организации пытаются, принцип такой семейности, да, там транслировать внутри себя. И у многих это хорошо получается, это реально круто работает. Расскажи, как это работает Netflix. Netflix как раз говорит: мы не семья, мы команда профессионалов, собравшаяся вместе. И есть хорошее сравнение, есть вообще документ, который описывает полностью культуру Netflix. Это Netflix Culture Deck. Ребят, если интересно получить доступ к Netflix Culture Deck, переведенным на русский язык, обратите внимание, внизу есть ссылочка на наш телеграм-канал. Обязательно вступайте в этот телеграм-канал. Введите в поиск Netflix Culture Deck и найдите там переведенный документ. Еще в этом телеграм-канале вы найдете огромное количество разных других материалов из Apple, из Google, из Facebook, о венчуре, о том, как запускаются стартапы. Вся эта информация, которая нам здесь доступна на английском языке, переводим не просто на русский язык, а делаем более понятно для тех, кто читает наш телеграм-канал. Поэтому, если вам интересно получить доступ к готовым каким-то шаблонам, инструкциям, чек-листам, то переходите по ссылке на наш телеграм-канал, вступайте в него и получайте каждый день информацию из самых технологичных мест на Земле. И один из принципов там описанный говорит, что мы
не семья, Мгм. но мы команда профессионалов, собравшаяся вместе для достижения определенной цели. Хорошее сравнение, например, может быть с баскетбольной командой. То есть собрались какие-то хорошие игроки, и они знают, что их цель победить там в кубке каком-то или что-то такое. Я не очень силен в баскетболе, какие у них бывают соревнования. Но каждый профессионал в этой команде, он знает, что он профессионал, играющий на Dream Team. Он не как бы не с родственниками вышел в парк поиграть. У них есть общая цель, они знают, что как ее добиться и как к ней идти. Короче, здесь такой культ, что если ты сюда пришел, ты профи, то есть ты вот, ну, ты спецназ, ты просто, знаете, вот с ножом, значит, в зубах такой, с там, автоматом, с подствольным гранатометом, с коллиматорным прицелом, как бы, если ты сюда пришел, тебе не надо говорить, что делать, как делать, вовлекать тебя и так далее. Ты выбрал для себя быть здесь, и значит, ты можешь и будешь делать лучше из того, что можешь. Когда ты получаешь студенческую визу, то второй человек в паре, у него нет разрешения на работу. Потому что виза F1, ты как-то можешь извернуться и хотя бы получить интерншип, есть такая возможность. Потому что университет не брал никого, у кого было ниже бакалавра. То есть они приходили люди совсем уж без образования, соответственно, они сразу же могли найти интерншип, сразу, мгновенно, практически все находили интерншип, потому что спрос на людей здесь очень большой. То есть ты можешь социализироваться нормально. То есть это тяжело, ты работаешь 5 дней в неделю, потом 2 дня в неделю учишься, потом 5 дней в неделю работаешь и 2 дня в неделю учишься. Я помню, у меня было, по-моему, 2,5 месяца таких, когда я в конце 2,5 месяца без выходных, я уже умирал практически, там с ног падал, но неважно. Но хотя бы ты устаешь физически, но ты не чувствуешь себя на обочине. У нее же была виза F2, которая тебе запрещает вообще что-либо. Единственное, что ты можешь по F2, это пойти на какие-нибудь курсы английского языка. И она ходила какую-то немножко на курсы английского языка, но потом такая ситуация была, что нам нужно было платить за обучение, и нам нужно было тратить на жизнь здесь. И это стоит очень дорого здесь. В долине жить очень без денег тяжеловато, мягко скажем. То есть это очень дорого. И, соответственно, она вынуждена была не работать, не учиться и просто сидеть дома. И это достаточно тяжело. И я ей очень за это благодарен, что она не сказала, я это не хочу, все, пошло все нафиг. У меня там был в Украине бизнес, я там была нужна обществу, я там не чувствовала себя на обочине жизни, я чем-то занималась, я там развивалась, я была свободна в своих действиях, меня никто не ограничивал. А здесь я приехала, и мне приходится сидеть дома, потому что пойти учиться денег нет, потому что я плачу за свой университет, а на интерншипе много не заработаешь. И я не могу работать, я не могу учиться, здесь все новое, я в новой стране, я сижу в 4 стенах. И несколько лет просидеть вот в таком режиме, это достаточно тяжело. На самом деле, я не знаю, как бы я это выдержал. У нас была очень интересная история. Мы жили первое время всемиром в одном доме с абсолютно незнакомыми людьми, и как бы вспоминается сразу студенческое время. Почему студенческое время? Потому что Дима учился в университете, там жили с какими-то людьми, сразу вот такое студенческое время. В принципе, это, с одной стороны, позволило где-то помолодеть, наверное, количество лет. А с другой стороны, конечно, было немножечко сложновато, потому что новая страна, немножко такие более сложные бытовые условия, чем были у нас дома. Все равно было очень интересно. Каждый день был каким-то новым, интересным. Мне было достаточно сложно, потому что 2,5 года у меня не было вообще права на работу. И первое время, пока Дима учился в университете, у меня не было даже возможности полноценно учиться, то есть full time. Но мне можно было пойти, допустим, на какие-нибудь языковые курсы. Я 4 месяца ходила учить английский, но как бы когда мы сюда приехали, я немножко знала английский, но почему нет? Это лучше помогает влиться в среду, как бы совершенствоваться, у тебя есть жизненная практика. И я как бы решила 4 месяца походить в университет, не в университет, в колледж языковой, почему бы и нет. Мы считаем, что мы не должны вас мотивировать бонусами, потому что вы уже должны быть мотивированы. И здесь есть хорошее выражение у нас, что хороший перформанс получает хорошее выходное пособие. Потому что когда человек работает просто хорошо, то он без проблем может отсюда быть уволен, но при этом ему Netflix выплатит 4 месячных зарплаты. Потому что ты работал хорошо. Netflix считает, что хорошо работать недостаточно, надо работать лучше, чем хорошо. И одна из задач менеджера — это постоянно отвечать на вопрос, сколько я готов потратить денег, чтобы этого человека оставить, если он захочет уйти.
И если менеджер говорит себе, как ответ на этот вопрос, что я вообще не готов тратить деньги, то этот человек не нужен компании. Это значит, что этот человек не должен здесь быть. И менеджер постоянно находится в процессе ответа на этот вопрос. Но при этом, если менеджер отвечает на вопрос этот по-другому, говорит, я готов потратить сумму N, а человек получает N минус какая-то, ну, минус что-то, минус там, 10%, например, то менеджер обязан пойти и увеличить зарплату этому человеку. Потому что менеджер должен... забыл слово по-русски. Ну, следить за рынком зарплаты и Следить за повышать... рынком зарплат и настраивать. Да, и повышать- настраивать зарплату да. относительно рынка зарплат. То есть тебе не надо, ну, грубо говоря, там ходить, умолять кого-то. Если ты стоишь дороже, просто круто делаешь свои задачи, это вот возвращаясь к тому, что ты делаешь лучше из того, что можешь, то это обязательно заметят, даже если ты никому этого не скажешь, да, то есть и обязательно сделать так, чтобы ты чувствовал себя более комфортно в плане денег. Когда человек сюда приходит, как я вижу, да, то есть пытаются его найти фитилек, этот фитилек поджечь и отойти в сторону. У нас было там 3 спальни, но все они были малюсенькие. Мы жили всемиром в этом доме. Один человек у нас спал просто на кухне возле холодильника на надувном матрасе. Мы жили всемиром, там, ну, мы снимали комнату, получается. И это было после того, как ты в Киеве там живешь, в хорошей квартире, большой, у нас там метров, наверное, 90 квартира была. И потом ты приезжаешь, и ты снимаешь маленькую комнатульку в Manufactured House, и там, а Manufactured эти дома, они обычно стоят в самых таких районах, там живут люди ниже среднего достатка. Допустим, в Украине, в Киеве у нас были хорошие, допустим, бытовые условия, то есть какой-то круг общения. Но здесь круг общения тоже был классный, ребята вообще все, как бы мы на одной волне. Очень интересно, но немножко было сложно, когда твое пространство, допустим, в доме, это только твоя комната небольшая, там 2 на 2, очень маленькая. Когда ты достаточно там ограничен, допустим, в передвижениях, потому что какой-то период я не водила машину, у меня не было прав, машина у нас была одна. То есть мы купили за наличку какую-то, ну, нормальную машину, но Дима на ней ездил. А поскольку мы в Америке, здесь достаточно плохо развита транспортная система, и приходилось ездить на общественном транспорте. Если, допустим, дома на общественном транспорте ездят все, в этом нет ничего зазорного, то вот, допустим, в долине в основном контингент достаточно специфический. Ты себя чувствовала, ну, допустим, я еду в колледж, там вообще весь автобус людей, которые там либо психически больные, либо там как бы, ну, не очень такие слои общества, страшно было. Какие-то моменты было просто страшно. Дима, допустим, ни разу не ездил на автобусе, а мне там 3-4 месяца пришлось покататься. И мне было так достаточно так очень странно. Принцип работы менеджера здесь — это не постановка задачи. Принцип работы менеджера — это показать, куда компания и команда, в частности, движется. В первую очередь, куда компания движется, подразделение движется, зачем мы идем туда и что мы хотим достичь как результат. И тогда каждый инженер сам понимает чаще всего, что ему нужно делать. Если он не понимает, то есть принцип, что нужно узнать, надо выяснить. Ну, нет такого, чтобы тебе кто-то Короче, тебе никто ничего не давал должен. задачи, ты можешь прийти, и ты можешь сидеть неделю, тебе никто не подойдет и не скажет, а что ты делал. Тебя спросят, а что ты делаешь вообще, как ты помогаешь компании. То есть ты сам должен понять, куда компания двигается и как туда добраться, как туда достичь. При этом у тебя полная свобода практически по меркам IT-компаний, особенно по меркам IT-компаний из наших всех краев, практически не ограничена. Я могу без проблем зайти, вот прямо сейчас, взять свой компьютер, там Mac, зайти в продакшн и завалить продакшн. Без проблем, просто выключить его. И у меня есть такая свобода. Но при этом как бы, у меня есть ответственность, что если я это сделаю, то как бы, ко мне будут вопросы, а ты сделал это в лучших интересах компании? Потому что каждый человек постоянно должен отвечать на вопрос, действую ли я в лучших интересах компании. Я трачу деньги, например, на поездку, как я говорил ранее. Действую я в лучших интересах компании или нет? Я выполняю конкретно вот эту задачу сейчас. Я работаю над вот этой системой, я делаю эту систему. Действую ли я в лучших интересах компании? Если ты отвечаешь себе на вопрос «да», я действую в лучших интересах компании, то компания говорит «окей, делай это». Netflix как бы даже декларирует, что после того, как мы убрали процессы, мы сэкономили очень много денег. Например, процесс по отпускам. У нас нету каких-то требований по количеству отпуска, сколько ты можешь брать в год, и когда его брать, и как. Есть только просьба, то, что некоторые команды считают, что ты должен с командой согласовать, потому что тебя кто-то должен подменять, прикрывать, там, онкологи и прочее. Ну, это логично, потому что процесс идет, процесс должен идти, и твой отпуск не должен влиять на процесс. Но при этом нету
какого-то лимитированного отпуска, например, там 2 недели, 3 недели, там 4 недели в год. Такого нет. То есть каждый человек может сам ответить на вопрос, могу ли я пойти сейчас в отпуск. Позволяет ли мой проект, то, что сколько людей от меня зависят, пойти мне безопасно в отпуск. И если я хочу пойти, если от меня какие-то люди зависят, то я попрошу просто кого-нибудь меня прикрыть, и все. То есть постоянная коммуникация. Но вот убрать даже банально людей, контролирующих отпуска, сколько человек берет отпуска, убрать все эти механизмы, все это, ну пускай есть электронная система, но кто-то все равно должен это все делать, контролировать, присматривать. Убрав даже банально один этот процесс, они уже смогли, насколько я читал, я не видел цифры, но насколько я знаю, я читал статьи есть на эту тему, что смогла компания сэкономить деньги, то есть люди не стали бесконтрольно пользоваться отпуском, потому что люди здесь ответственные. Люди просто теперь не получают аппрув, и те, кто давали аппрув, теперь не получают зарплату за это. Бессмысленно. И по сути куча людей становится ненужным. Те, которые как раз занимаются этими согласованиями, вот этими всеми подписаниями, изучениями, вот этих всех вот. Нету процесса, нету людей, которые за это отвечают. Просто ответственность на каждом из тех людей, которые работают в командах, и к ним всегда может задан быть вопрос, типа, ты действуешь в лучших интересах. Если ты сможешь ответить, что да, типа welcome, да, you are welcome, то есть, пожалуйста. И я получил в итоге рабочую визу в стартапе, на котором я был интерншип. Они подали меня, и они для меня получили рабочую визу уже в итоге. То есть я на них продолжил работать, как и работал. То есть у них был интерншип, практику проходил, а потом они получили для меня рабочую визу, я уже на них дальше продолжил работать. Но при этом супружеская виза, когда у тебя H1, она H4, она тоже запрещает тебе работать и учиться. Ты все равно не можешь работать и учиться. И опять же, то есть человеку пришлось сидеть и дальше без работы. Дальше, когда уже Netflix в итоге подал на меня документы на Green Card, это сейчас достаточно долгий процесс, мы еще ее не получили, эту Green Card, но хотя бы когда ты подаешь на Green Card, то США дают разрешение на работу всем аппликантам. Наконец-то. И после этого, наконец-то, Таня смогла заняться своим бизнесом, сейчас она создает свой бизнес, и вот я задумываясь о том, что ей пришлось почти 3 года просидеть просто на обочине, потому что ни денег не было, ни возможности работы, даже банально пойти в магазин просто ради социализации, потому что в новой стране, и ты просто вынужден сидеть дома, это достаточно тяжело. Мы с Димой познакомились больше 10 лет назад, было очень интересно. Познакомились мы онлайн на сайте знакомств. Это работает, да, еще 10 лет назад даже? Ну, 10 лет назад это работало. Ну, сейчас я знаю, как бы не по своему опыту, по опыту там. Вот и проболталась, Дима, она проболталась. Да. Скучно ей, пока ты на работе здесь ходишь, Дима, иди короче. отсюда. Ну, ничего, так познакомились, посидели, вроде как бы, понравился. И вот так вот. И, как бы 10 лет теперь вместе. 10 лет прошло, не жалеешь? Нет, никогда не жалела. Скажем так, это как говорят мои родители, а мама иногда спрашиваю, они уже прожили больше 40 лет вместе. У тебя было желание когда-нибудь развестись? Говорит, убить, да, развестись нет. У нас не было такого, что Дима рулит, а я иду следом. То есть мы садимся, если появляется у кого-то какая-то мысль, мы как команда садимся и обсуждаем. То есть, Респект, круто. да. Скрам-команда. Да. Кто у вас продукт-оунер, кто скрам-мастер? У нас роли меняются, потому что иногда бывают какие-то идеи рождаются у Димы в голове, иногда у меня. То один сверху, то другой сверху, да? Ребят, смотрите, я сейчас как раз в процессе прочтения книги, которая называется «Сильнейшее. Правила работы Next». Что такое? Посмотрите эту книгу. Написала ее как раз девушка, которая здесь эту культуру привила, именно Netflix. У Netflix стояла проблема, они очень быстро развивались, огромное количество нужно было новых мощностей, они меняли бизнес-модели, уходили, кстати говоря, от моделей, которые занималась, знаете, чем они вообще занимались изначально? Они рассылали диски, DVD по подписке, и то есть у них не было вообще ничего, что связано с IT. Они просто почтой отправляли. И, кстати говоря, вот нам Дима говорил, в 2017 году они только на $50 миллионов до сих пор разослали дисков в аренду. И они, получается, переходили от этой модели с дисками на модель, когда они транслировали, получается, как вот правильно сказать, транслировали видео, да, там потоковое, стриминговое видео, да, потоковое видео транслировали прям фильмы через интернет.
И когда они вот это переходили вот на эту новую модель, им нужны были огромные просто мощности, серверы, да, там куча людей новых, новые подходы. Они просто не успевали бы, ну, как бы написать все процессы, как делать то, как делать это. И как раз пришла девушка, которая сказала, все процессы все убираем полностью и делаем главный принцип, то, что каждый член команды Netflix должен делать, значит, все, что он делает в лучших интересах организации. И если ты на этом принципе стоишь, и мы друг другу открыто даем обратную связь, то у нас все будет хорошо. И действительно, там есть такое, насколько я знаю, там тоже как правило, о котором они внутри договорились, я не знаю, сейчас ли оно есть или нет, что периодически внутри команд люди друг другу лично в лицо, во многих компаниях делают перформанс-ревью через там, условно, письменные какие-то анонимные там, да, там письма. Вот, а здесь вот лицо в лицо они говорят, что типа там, это я тебе предлагаю продолжить делать, например, если что-то делаешь хорошо. Это я тебе предлагаю прекратить делать, если тебе, например, что-то не нравится своим коллеге, да, там. И это я тебе предлагаю начать делать. Например, то, что если человек видит, что ты чего-то еще не делаешь, то есть это начать делать. Есть ли такой, вот, ну... Есть у нас ревью, но сейчас используется система для ревью, потому что очень много людей, 3000 инженеров только. Очень тяжело дать ревью всем, кому ты хочешь дать ревью в лицо. Но есть система, и раз в год каждый человек может зайти и написать о любом человеке, точнее не о любом человеке, а любому человеку, любое сообщение, непосредственно ревью. Там как раз 3 пункта эти. Продолжить, перестать и начать. Да, то есть эта культура, она сохранилась. Да, она есть. И это открытое ревью, то есть я вижу, когда кто-то мне что-то пишет, и если я кому-то что-то написал, то человек увидит, что я ему что-то написал. И потом мы, конкретно в нашей команде, у нас митинг примерно час происходит на тему обсуждения ревью. Если у кого-то есть вопросы, почему ему это написали, он может задать человеку. Если кто-то хочет в открытую сказать, он тоже это может сказать. Например, из-за разности культур у нас в Netflix работают люди с очень многих стран, десятки стран, и у всех разная культура. То есть из разности культур некоторые люди могут смотреть на одни и те же события по-разному. Например, где-то активно любят люди высказывать свое мнение, где-то менее активно, где-то считается нормальным, если люди начнут спорить во время митинга, где-то считается это неприемлемо. Где-то вот такие вот разности, они часто получают отзыв на ревью, вот такое я видел. Потом, например, вовлеченности, что кто-то менее вовлечен во время митингов, кто-то считает, что человек должен более вовлечен быть и чаще говорить свое мнение. И человек об этом, например, не знает, потому что он сидит внимательно слушает, записывает, потом думает, а потом говорит. А кто-то считает, что он должен более активно высказывать свои мнения. И вот такое, вот в основном такое вещи. Я не видел отзывов на техническую тему еще ни разу, что типа ты там не дотягиваешь по этой технологии, возьми, подучи. Такого я не видел, может быть это мне не пишут, может другим такое пишут, я не знаю. Ну вот да, вот чаще всего это софт-скиллы, чаще всего. То, что во всяком случае я вижу и другим пишу. Как ты думаешь, в чем главный успех, ну, вот Netflix, в чем вот ее главное отличие от всех остальных организаций и главная ее суть, почему вот она такая, почему она номер один, почему она сегодня реально бьет там, ну, там все бизнес-модели предыдущие, да, там, потому что, ну, это сейчас компания подвинула в целом телевидение, да, то есть что люди начали меньше смотреть телевизор, просто загружают в Netflix какие-то фильмы и смотрят их дома, да, то есть это реально очень такая большая компания, которая изменила бизнес-модель, и эту бизнес-модель, главное, надо понимать вам тоже всем, пытаются сейчас повторить очень многие другие компании, HBO, Disney сейчас заходит на этот рынок, значит, Apple снимает свои фильмы, Amazon снимает свои фильмы, то есть они просто реально сделали революцию, создали фактически новую нишу, и сейчас другие большие корпорации пытаются тоже зайти. YouTube тот же самый, да, снимает свои, ну, то есть тоже какие-то свои фильмы, я видел тоже, делают там платную подписку, и, ну, какие-то фильмы тоже там что-то пытаются там, ну, делать. Вот. И как бы это все как бизнес-модель родила Netflix. Вот в чем их главная фишка, почему они такие крутые, как так получилось, то, что вот, ну, это твое мнение изнутри интересно. Мое мнение изнутри, что вовремя увидели новую нишу, потому что DVD-прокатов было достаточно много, их немало было. У Netflix была хорошая рекомендательная система, она позволила на DVD стать достаточно успешными. Но если бы они продолжили просто DVD, то, скорее всего, Netflix бы уже не существовало. Вовремя увидели новую модель, что интернет может позволить делать. И вовремя придумали, как это все реализовать, и были достаточно гибкие, чтобы успеть за ростом.
Ребят, мой главный инсайт после общения с Димой, вот вопрос по поводу этого, значит, как он попал в эту компанию, это то, что Дима узнал про непосредственно саму культуру организации, о которой, значит, Netflix кричит очень громко, да, через свои open source продукты, через Netflix Culture Deck, да, там, который в открытую выложен в интернете, через книгу, которая описывает, как здесь взаимодействует, да, то есть они рассказывают, как они именно взаимодействуют. И люди, которым это резонирует, они отвлекаются и очень хотят сюда попасть. И в этом одна из главных фишек в том, что, например, мы там где-то часто там в странах СНГ пытаемся там кого-то схантить, конкретно, да, там поставить задачу какому-то HR, рекрутеру, кто нам нужен там и так далее. Здесь немножко развернули этот процесс и сделали так, чтобы наиболее интересные люди, значит, приходили сюда, потому что они где-то услышали, увидели о том, что именно есть их внутренняя кухня, какие у них принципы, куда они идут. Мы не семья, мы команда профессионалов. И если это резонирует, приходят именно такие люди, как Дима, именно поэтому, значит, эта организация кратно в последнее время, значит, растет там в капитализации. Ты говорил, что ты сейчас работаешь как раз над сервисом, который помогает выдавать вот эти нужные там постеры, да, для того, чтобы человек кликнул. Потому что Netflix на самом деле это одна из компаний, которая очень глубоко анализирует все данные. Она знает, значит, если вы закрыли вот этот фильм конкретно, на какой минуте она знает конкретно ты, не знаю, там вот условно Вася, на какой минуте ты чаще всего закрываешь видео, и какой в это время происходит момент какой-то эмоциональный, там, не знаю, там подавляющий или наоборот вовлекающий, либо какой-то позитивный момент, да, то есть она таким образом анализирует каждого пользователя и понимает о пользователе, может быть, даже больше, чем он сам о себе понимает. Исходя из этих всех вот, данных, которые она собирает, значит, она предлагает фильмы следующие тебе посмотреть, соответственно, делать так, чтобы твое увлечение вообще в Netflix было максимальным. Да? Вот расскажи вот про то, что ты занимаешься, на самом деле это прям вот, это будущее, это то, что сегодня хотят понять многие компании. Как вот человека удержать, как пользователя внимание удержать? У нас очень много происходит на эту тему рассуждений и идей, как удержать человека. Это достаточно сложная тема, это очень сложная тема, я не смогу рассказать в деталях. Просто идея в том, чтобы человек, чтобы показать человеку, предложить человеку смотреть то, что он, скорее всего, захочет смотреть, чтобы он не ушел. И на это тратятся колоссальные ресурсы. И очень много работы делается. У нас постоянно происходят тестирования новых подходов, новых идей, так называемый A/B-тестинг, когда какой-то группе пользователей показывается новая идея, смотрится, и потом считается, увеличилась ли, например, какая-то метрика конкретная, которую мы меряем. И в зависимости от этого идея либо откидывается, либо берется на вооружение. Но тема рекомендаций очень сложная, и я не уверен, что я могу о всех вещах там говорить. Ты вообще смотришь Netflix сам дома? Да, конечно, смотрю. Окей, такой вопрос тебе. Через 5 лет вы кто вообще с Димой? Где вы, что вы делаете через 5 лет? Честно, с определенного момента в жизни я ничего не загадываю. Да? Потому что иногда ты загадываешь, ты себе строишь планы, а жизнь просто приходит, говорит такой: чувак, да ты смешон. Я тебе сейчас все вот так вот. Я как-то стараюсь строить какие-то планы, но более на короткие дистанции. Ну там. какой самый короткий у тебя? Да, наверное, месяц, грубо говоря. Я никогда вот долгосрочно сейчас, я немножечко осторожна с этим, потому что если будет не складываться, как ты себя планируешь, точнее, жизнь несет свои коррективы, тебе тяжело бывает сориентироваться. Есть, конечно, какие-то мечты, желания, но это не план. Окей, спасибо, Тань. Спасибо. Девушка. Приятно было поболтать. Видишь, я тебе такие вопросы никогда не задавал. Нет. Если бы не камера, никогда бы не задал бы, наверное. Не знаю, может быть, и задал, если бы мы побольше общались. Потому что, why not? Если ты с человеком общаешься, всегда интересно узнать о нем немножко больше, что было до тебя. То есть, особенно если, допустим, есть университетские, там, друзья школьные, ты их знаешь там с такого возраста, и когда ты человека не знал уже до, то интересно, что было перед этим. Я, допустим, много о тебе узнала с вопросом,